Всем привет! С вами Таня Эндвайн и 4-й день винного календаря. Как я в прошлый раз обещала, я поменяла бэкграунд. Так что теперь у меня больше нет американского флага, а есть вот такая тематическая картинка с вином, а также хрусталь. Все мои хрустальные бокалы, вот они стоят там, моя большая коллекция, которую я собирала по винтажным рынкам, всяким антик-сторам в течение нескольких, наверное, лет. Вот, так что надеемся, что сегодня у нас календарь немножко поменяет свою концепцию. И у нас есть только два варианта от вас, какая страна и какое вино может это сегодня быть. Это у нас опять США, Калифорния, Каберне. И еще один вариант из Фейсбука, это Испания. Что ж, давайте, наверное, проверим. Не будем откладывать. Открываю. Угу. Ну, во-первых, это красное. Это, опять же, тот же самый бренд Copper Corkscrew. Ну, похоже, что все как бы... другого здесь ничего не будет. Это, опять же, Калифорния. И это сорт Зинфандель. Ну, в общем-то, Зинфандель — это такой традиционный калифорнийский сорт, поэтому ничего удивительного, что вот нам его сюда положили. Вот он считается, что он растет только в Калифорнии, но по другим источникам Зинфандель — это родственник винограда примитива, который растет в Италии. И, соответственно, вот с таким названием он растет только в Калифорнии. Но для Зинфандель, мне кажется, он какой-то немножко такой светлый. Потому что обычно вот то, что в магазинах продают, он более такой темный, более насыщенный. Вот, ну, у него обычно такие прям ягодно-джемовые ноты. Очень прям насыщенное такое варенье. Ну, не знаю, вот что нам скажут насчет этого вина. Вот я, наверное, даже сначала прочитаю. Или сначала попробую, а потом прочитаю. Давайте сначала попробуем. Наливаю тоже немножко, потому что, ну, спектакли мы уже отыграли. Как раз у нас прошли выходные. 7 спектаклей на этих выходных мы отыграли. Я выжила. Вот, но сегодня вечером у меня показ моего фильма на фестивале. Это мой новый второй короткометражный фильм, который называется Better Not Write. Лучше не пиши. Вот, который я написала сама тоже сценарий. И я сняла его весной этого года. Даже летом, наверное, я его закончила. И вот он у меня сейчас ездить по фестивалям. И сегодня он будет на Culver City фильм-фестивал. Это у нас здесь недалеко, ну, рядом с Лос-Анджелесом. Так что я сейчас быстренько все тут расскажу и поеду на фестиваль. Ну, такой достаточно прям насыщенный запах, аромат. Ну, я бы не сказала, что он прям такой, как варенье, но он, опять же, какая-то вишня и клюква, которые у меня были в пино-нуаре, очень похожи, но немножко в другой концентрации, как будто это вот настойка уже. То есть то было как какой-то там типа морс, а это прям настойка на спирту, потому что здесь более какой-то вот алкогольный компонент более явно присутствует. Вот, кстати, не знаю, сколько у этого вина крепость. Сейчас посмотрим. 15%. О, 15% это вообще-то, знаете, для вина очень даже немало, потому что, ну, там, в среднем вино от 12%, но 15% это прям уже ближе к портвейну подвигается. Поэтому я чувствую прям сразу такой хороший запах. Ух, что-то оно прям тоже рисковатое какое-то прям на вкус. Ну, не знаю. То есть ему явно надо немножко постоять, чтобы хотя бы чуть-чуть вот эти первые алкогольные пары выветрились, потому что прям, ух, что, как будто водку какую-то, коньяк пью, не знаю. Но согревает хорошо, потому что прям градус прям чувствуется с первого глотка, пошло прям такое тепло. Вот, хотя у нас тут и так, в общем-то, тепло и солнечно, поэтому пока что согреваться не требуется. Ну, вечером, кстати, достаточно у нас холодает, то есть у нас днем там около 20 градусов, а вечером там 10, даже меньше 10, где-то там было 8 градусов.
вчера или позавчера было прямо ощутимо холодно. Вот, наверное, на вечер можно это вино оставить. Как раз я приеду с фестиваля, и нужно будет догнаться, потому что, ну, поскольку я за рулем туда-обратно, как бы не придется мне там сильно пофестивалить, но буду дома принимать догонные. Вот оно у меня как раз к вечеру, возможно, чуть-чуть подышит, вот, и будет, ну, получше что-нибудь. Но, честно говоря, оно прям вот на классический Зинфандель почему-то не похоже, потому что он должен быть более насыщенный именно вкусом, а не алкоголем, и какой-то перечной ноты мне здесь не хватает, что ли. Давайте почитаем. Так, написано, что это Зинфандел at its finest, то есть, типа, лучший образец Зинфанделя, но это не так. Очень спелые фрукты, лесные ягоды, зимние специи. Wine for many different occasions and many different foods. То есть для, типа, они так отмазались для любого случая и под любую еду. То есть даже не напрягались, что нам с чем его сочетать. Но здесь, конечно, напрашиваются какие-нибудь мясные хорошие закуски, потому что, как бы, ну, градус обязывает, во-первых, такая крепость. Ну, не знаю, мне каких-то макаронов по-флотски захотелось под вот эту вот настоечку. И мне кажется, они бы сюда хорошо пошли. Ну вот, например, даже если не макароны по-флотски, то какой-нибудь спагетти болоньезе бы, например, сюда подошли бы хорошо. То есть такой вот мясной говяжий фаршик. Не знаю, котлеты, бургеры. Да, в принципе, ну, на самом деле они правы. То есть все, что имеет отношение к мясу, я думаю, что все сюда подойдет. Вот, это к вопросу о моем винном календаре, который бы шел в пару с закусочным. Что вот в закусочном можно там мини-бургеры какие-нибудь класть. Не знаю, ну, то есть это должен быть прям календарь-холодильник на месяц. И прямо было бы, мне кажется, классно. То есть ты каждый день открываешь прям окошечко с новой едой. Так, а зачем я еще наливаю? Вот, называется, чуть-чуть отпила, а уже себя не контролирую. Так, все, я не буду больше увлекаться, потому что уже скоро пора ехать. И, знаете ли, как бы не хочется никаких проблем с полицией и вообще. Поэтому, ну что ж, я надеюсь, что сегодняшний показ моего фильма пройдет хорошо. И следующее вино, ну, как мы понимаем, что угадывать страну здесь уже, наверное, точно не придется, но давайте угадывать сорта тогда уж. Вот, то есть не только белое и красное, да, а давайте вот прям конкретные сорта, какие знаете, не знаете, ну, ой, я не сделала даже ставку свою на этот выпуск, ну ладно. Допустим, на следующий выпуск, я думаю, что это будет, возможно, белое, потому что, скорее всего, они так будут, типа, чередовать, потому что 2 красных подряд у нас было. И, ну вот, шардоне все-таки еще не было, и, возможно, оно будет как раз в следующем выпуске, какой-нибудь калифорнийское шардоне, и я про этот сорт и про особенности его тогда уже и расскажу. Вот, короче, я делаю ставку на калифорнийское шардоне, а вы делаете свои ставки. И пишите их в комментариях под этим видео, в Инстаграме, в Фейсбуке, где у нас там еще на Ютубе, в Телеграме, в общем, во всех мессенджерах и почтовым голубем тоже могу отправить. Ну, в общем, до следующего выпуска. Я думаю, что это будет в среду, послезавтра. Так что жду вас в комментариях и увидимся. Cheers!